В последние годы Россия постепенно теряет свою роль основного поставщика оружия для Армении. Одним из главных факторов, влияющих на это изменение, стали усиливающиеся противоречия в армяно-российских отношениях. Политическая нестабильность и кризисы, в том числе война в Украине, повлияли на выполнение Россией своих обязательств по контрактам, оставив Армению с рядом невыполненных поставок. Эти обстоятельства вынудили армянскую сторону искать альтернативные источники вооружений, включая сотрудничество с такими странами, как Индия, Франция и другие, стремясь таким образом уменьшить свою зависимость от России в сфере обороны. Отношения между Россией и Арменией на протяжении последних лет переживали многочисленные трудности. Одной из самых болезненных тем стало несоответствие между ожиданиями армянской стороны и реальными поставками вооружений, обещанных Россией. В 2022 году армянские власти сообщили о том, что не были выполнены поставки, за которые страна уже произвела оплату. Это вызвало негативные отклики в армянском обществе, особенно на фоне того, что Россия, помимо всего прочего, не смогла исполнить обязательства, связанные с контрактами, заключенными до начала военных действий в Украине. Этот инцидент стал поворотным моментом в отношениях двух стран и побудил армянскую сторону пересмотреть свою внешнюю политику в области обороны. В январе 2023 года, после долгих переговоров, стороны пришли к соглашению о списании части армянского долга перед Россией в обмен на непоставленное оружие. Однако это решение не компенсировало потери, так как не было произведено даже частичной компенсации за неисполненные контракты. Подобное разочарование, вызванное невыполнением обязательств, уже подорвало доверие между государствами, и Россия все более теряет свое влияние в роли основного поставщика вооружений для Армении. Эти события только усугубили напряженность в отношениях, и армянская сторона, не получившая обещанных поставок, начала активно искать новые каналы для обеспечения своей обороноспособности. В ответ на ситуацию в Ереване было принято решение о диверсификации военных поставок. Индия и Франция, которые стали ключевыми партнерами Армении, теперь предоставляют необходимое вооружение и технологии. Индия, например, уже начала поставки современных ракетных комплексов и противотанковых систем, в то время как Франция активно участвует в модернизации армянской армии, поставляя гаубицы и бронемашины. Для России потеря контроля над рынком вооружений Армении является болезненным процессом. Уже сейчас ясно, что Армения делает выбор в пользу диверсификации своих военных поставок, что подрывает статус России как главного игрока на этом рынке. Причины такого изменения могут быть как политическими, так и экономическими. Невыполнение России контрактов стало для Армении сигналом о необходимости искать других поставщиков оружия. Особенно это стало очевидно после того, как война в Карабахе показала неэффективность части российского вооружения, которое Армения получала. Это вооружение не оправдало ожиданий и не обеспечивало должной защиты. Кроме того, Армения существенно увеличила свои расходы на оборону. Например, в 2020 году армянский оборонный бюджет составил $785 миллионов, и к 2025 году планируется его увеличение до $1 миллиарда 700 миллионов. Это позволит компенсировать потери, вызванные недополучением оружия, а также инвестировать в развитие новых военных технологий, что, в свою очередь, способствует укреплению обороноспособности страны. Однако проблемы с недопоставками оружия России касаются не только материальной стороны вопроса. Взаимные обиды и недовольство также связаны с политическими аспектами. Армянское руководство считает, что Россия использовала свои поставки как средство давления на Армению, что вызвало рост недовольства внутри страны. В ответ на это армянская сторона начала искать новые каналы для военной помощи и сдерживания своей политической и экономической зависимости от Москвы. Такая позиция в дальнейшем укрепила сторонников диверсификации внешней политики и сотрудничества с другими странами, что, в свою очередь, сделало более актуальными идеи о поиске альтернативных источников военной помощи. Позиция, утверждающая, что Армения должна снижать зависимость от России и увеличивать сотрудничество с другими странами, становилась все более распространенной в армянском политическом круге.
В последние годы армянские власти заявили о намерении расширить взаимодействие с Европейским Союзом и другими зарубежными партнерами. В 2024 году ЕС предоставил Армении 10 миллионов евро на укрепление материально-технической базы армянской армии, что стало важным шагом в сторону развития оборонного сотрудничества. Также важно отметить, что Франция продолжает предоставлять Армении вооружение, а также осуществляет обучение и консультации для армянских военнослужащих. Эти меры являются частью стратегии, направленной на улучшение обороноспособности Армении и диверсификацию внешней политики, особенно в военной сфере. Параллельно с этим Армения рассматривает возможности для сотрудничества с другими странами, чтобы не зависеть от одного поставщика оружия. Однако процесс диверсификации не обходится без сложностей, связанных с интеграцией различных систем вооружений. Стандарты вооружения у разных стран различаются, и это создает дополнительные трудности при соединении разных типов оружия в единую систему. Тем не менее, армянские военные специалисты уверены, что с помощью современных технологий и интеграции различных типов вооружений можно создать эффективную систему управления обороной, даже несмотря на различия в характеристиках оружия. Этот подход позволяет компенсировать технические сложности и гарантировать, что разнообразие поставок не станет препятствием для эффективного функционирования армянской армии. Таким образом, процесс утраты Россией статуса основного поставщика вооружений для Армении на фоне ухудшающихся политических отношений становится катализатором серьезных изменений в оборонной политике страны. Армения активно ищет новые внешнеэкономические и военные связи, что подчеркивает ее стремление к независимости в вопросах обороны и диверсификации внешней политики. Это означает, что в ближайшем будущем Россия может потерять свое влияние в качестве основного поставщика оружия для Армении, что откроет новые возможности для других стран-поставщиков. Делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны Республики Армения, начальником Генерального штаба вооруженных сил, генерал-лейтенантом Эдвардом Асряном, находится с официальным визитом в Греческой Республике по приглашению начальника Генерального штаба национальной обороны Греции, генерала Димитроса Хуписа. 27 февраля состоялась официальная церемония встречи генерал-лейтенанта Эдварда Асряна, в ходе которой был устроен почетный караул, а также прозвучали государственные гимны Армении и Греции. После этого прошло закрытое заседание начальников генеральных штабов, за которым последовало расширенное заседание, на котором обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Особое внимание было уделено вопросам реализации ранее достигнутых договоренностей и намеченным будущим задачам в рамках военно-технического сотрудничества между Арменией и Грецией. Стороны высоко оценили результаты совместной работы и обсудили шаги по укреплению двустороннего взаимодействия. Одним из ключевых моментов обсуждения стало трехстороннее сотрудничество Армения-Греция-Кипр в оборонной сфере, которое продолжает развиваться и будет играть важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. В ходе встреч также были обменены мнения по вопросам региональной безопасности, особенно в свете текущей политической ситуации. В рамках визита первый заместитель министра обороны Республики Армения, начальник Генерального штаба вооруженных сил, генерал-лейтенант Эдвард Асрян встретился с министром национальной обороны Греции господином Николаусом Дендиасом. В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего углубления оборонного сотрудничества между двумя странами. Генерал-лейтенант Асрян представил ход реформ, проводимых в вооруженных силах Армении, и отметил важность международной поддержки в реализации этих реформ. Министр национальной обороны Греции выразил готовность поддержать усилия Армении в этой сфере. Кроме того, обсуждались вопросы региональной безопасности с акцентом на угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются обе страны, а также шаги, которые могут быть предприняты для их преодоления. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.